Три шага, три направления. Первое. Обеспечение внешней безопасности, обороноспособности. Это важнейшие условия благополучия страны на любую перспективу. Стратегическое направление – это евроатлантическая интеграция. Поэтому путь, который Украина выбрала, европейский путь, атлантический путь, абсолютно правильный. По этому пути нужно идти, независимо от того, какие ограничения ставят наши союзники или какие препятствия они искусственно изобретают. Это правильный путь. Ошибочный путь стремится к специальному статусу союзника Соединенных Штатов Америки за пределами НАТО. Мы видели, что произошло с Афганистаном, который имел соответствующий статус. Этот статус не помог. Помогает членство в многосторонней организации по обеспечению безопасности. За все время существования НАТО на НАТО не нападал ни один агрессор. За, сколько там у нас сейчас, 72 года существования НАТО, если я правильно помню, да, нет, 80 лет, за 72 года, за 72 года. Бывший СССР нападал на много разных стран, соседних и несоседних. Он никогда не нападал на страны-члены НАТО. За последние 30 лет Российская Федерация совершила несколько агрессий против соседей, и не только соседей. Российская Федерация не совершила ни одной агрессии против страны-члены НАТО. Членство в НАТО обеспечивает не только безопасность, но и совершенно другой уровень притока иностранных инвестиций. Это статистически подтверждено. Безопасность, да, первый шаг. Поэтому первое – это обеспечение безопасности. Второе направление – это верховенство права. Это важнейшее понятие, которое говорит о том, что в стране выше любого человека, кем бы он ни был, президент, руководитель парламента, кто олигарх, руководитель политической партии, кем бы он ни был, выше всего действует закон. И перед законом все равны, от первого лица до обыкновенного гражданина. Нет никаких исключений. Есть и другие еще пояснения, но это самое главное. Равенство прав и равенство обязанностей во всей стране. И, наконец, третья часть – это чисто экономическая политика. Экономической политике надо иметь в виду, что главное препятствие для того экономического роста, о котором мы вот говорили немного раньше, почему в Украине не был обеспечен быстрый экономический рост, и наоборот, экономика даже сократилась, заключается в непосильных, огромных, неподъемных экономических размерах украинского государства. Бремя налогов, бремя государственных расходов. В прошлом году экономические размеры государств – это не территория страны, это не километры, это не численность населения, не миллионы людей, не отдельные люди. Экономические размеры государства – это удельный вес, это доля того, что государство забирает из экономики от людей в виде налогов, и то, что оно тратит на себя, на государство, или каким-то образом перераспределяет среди своих реципиентов вот этой экономической помощи. Этот показатель измеряется в процентах, удельный вес. Этот процент в Украине недопустимо высок. 46%. 46% от валового внутреннего продукта – это таковы экономические размеры украинского государства в 2020 году, в прошлом году. Я хочу сказать, что для всех стран мира, которые относятся в группу Украины, это вот 111 стран, специально считал, которые имеют доход на душу населения менее 20 тысяч долларов по паритетам покупательной способности. Вот все, 20 тысяч долларов и все вниз. Таких стран 111. Среди всех этих 111 стран нет ни одной другой страны, которая бы имела такие высокие экономические размеры государства, как Украина. И это главная причина того, что в Украине в течение всего этого 30-летнего периода, строго говоря, наблюдалась стагнация. Поэтому главный способ обеспечить возобновление быстрого и устойчивого экономического роста – добиться оптимальных экономических размеров украинского государства. А поскольку они слишком высокие, это означает снизить эти размеры.